Приветствую всех на канале Сад Огород своими руками. В этом видео хочу рассказать о том, как можно существенно продлить интенсивное плодоношение огурцов, посаженных ранней весной. Обычно те, кто занимается в коммерческих целях огурцами в теплицах и высаживает рассаду в теплицу рано, к июлю месяцу проводят замену, полную замену растений. То есть старые растения выносят, выкидывают, потому что со временем огурцы все-таки снижают интенсивность плодоношения. И для людей, кто с этого живет, это не совсем выгодно бороться за поддержание интенсивности плодоношения. И высаживают на их место новые, молодую рассаду, сеют. И в июле как раз таки высаживают, чтобы собирать урожай до холодов, до существенных холодов. Мы этого делать не будем. Мы будем выращивать вот эти наши огурцы, продолжать, ну, сколько позволит время. Я посмотрел на них прежде всего, чем принять решение, стоит ли продолжать их выращивать. Если они здоровые, цвет листа зеленый, они не повреждены различными вредителями, такими как паутинный клещ, а вы это сразу увидите. Желтые в пятнышко будут листья, светло-желтые. Не вижу я здесь болезней на них, каких-то тоже пятен, переноспороза и так далее. Ну вот это не болезнь, это потертость в ветреную погоду. И к тому же это старые листья. Вот, кстати, старые листья поврежденные можно поудалять. Это тоже относится к такому агроприему. Если будете продлевать плодоношение и выращивание, то удаляем старые листья, омолаживаем растения. Проводим их обрезку, улучшая интенсивность освещения, чтобы внутри между растениями хорошо все освещалось. И улучшаем также вентиляцию, удаление лишней влаги, что будет способствовать понижению риска возникновения заболеваний. Верхушечные части мы обрезали. Вот основной стебель, он шел, перекинулся через шпалеру и пошел вниз. Вот приблизительно около метра оставили свисающих и провели обрезку. Здесь, вот смотрите, такой пропущенный, один пропущенный. Вот она верхушка, она истонченная, не хватает питания. Поэтому берем и верхушку перекинутую обрезаем. Что происходит на растении? Друзья, смотрите, уже даже некоторые огурчики, вот такого, когда молодое растение было, такого не было, чтобы не завязывались. У нас завязывались все 100%. Почему же сейчас у нас такое большое количество на стареющем растении не завязанных, не вызревающих зеленцов? Все очень просто. Дело в том, что у огурца достаточно слабая корневая система. Поэтому со временем, развиваясь в не совсем идеальных условиях почвы, в которой мы выращиваем растения, корневая система доходит до определенного распространения, до какого-то диаметра, который она сможет пробить. Но у кого-то плотная почва, у кого-то холодная, у кого-то замокающая, у кого-то не подходящая по своему физико-химическому составу и так далее. В общем, все, дошли и остановились. Вот такой диаметр, допустим, распространения корневой системы огурца. Со временем вот в этом диаметре все выбирается, элементы питания, даже те, которые мы вносим дополнительно, вот стареющая корневая система не всегда способна усвоить. Почему? Опять же, ответ, потому что она уже устарела, она не выделяет достаточное количество тех выделений, которые помогают усваивать элементы питания, вносимые и находящиеся в почве. Да, вот два вида питания, это то, что мы дополнительно вносим, и то, что есть изначально, плодородие почвы, так сказать. Так вот, старая корневая система огурца не способна. И дальше не может, чтобы новое брать, и вносимое не может. Почему? Потому что вот проблема, долговременность вот этого развития, она пагубно влияет на корневую систему, и отсюда идет проблема, что мы не видим повышение. Смотрите, вот что происходит, вот что. Резко снижается урожайность. Сколько бы ни кормили. Можем кормить, конечно, продолжать, но результат я вам показал. Друзья, что делать, как повлиять? Все очень просто. Нужно помочь прежде всего корневой системе. Для этого используем какой-либо стимулятор корнеобразования. Нам нужно сделать так, чтобы корневая система на старых растениях омолодилась. Чем она может омолодиться? Любым корнеобразующим препаратом. В данном случае я использую Радифарм. Есть укоренители, есть корневины, есть фертируты и множество других
проверенных, эффективных препаратов. Но, на мой взгляд, все-таки Радифарм один из самых эффективных. Это итальянский препарат. 25 мл на 10 литров воды. Проведем сейчас полив. Давайте, чтобы это не было забиранием большого количества вашего времени. Выливаем на 10 литров. Вот так. И я добавлю еще питание. Дополнительно будет идти питание. Это Росконцентрат, органоминеральное удобрение, универсальное. Здесь в одинаковых количествах азот, фосфор, калий. Но здесь есть гумат калия. А вот гумат калия это как раз таки природный хелатор, который поможет нарастающей корневой системе усваивать элементы питания, которые там есть, ну и которые есть в том числе в этом удобрение, которое я использую. 25 мл на 10 литров воды. Вот такое оно, такого черного цвета, потому что гумат калия это органическое, ну, удобрение, можно так назвать. Фульвовые гуминовые кислоты, полученные или вытяжкой из торфяников, или другими способами. Способов получения гумата множество. Вот этот раствор, он и приведет к существенному улучшению корневой системы на стареющих огурцах. Но, конечно же, чтобы с успехом делать такую процедуру омоложения корневой системы и как следствие интенсификации повторного плодоношения, нужно посмотреть на растения. Нужно понять, что они не больные. Если растения больные, пораженные вредителями, то смысла, в принципе, их омолаживать я не вижу. Больные, пораженные вредителями, легче заменить и начать выращивать по новой, молодые, здоровые. Но уже поздно. В июле месяце сеять на рассаду огурцы для того, чтобы продолжить их выращивание. Особенно если не отапливаемая теплица, то достаточно поздно. Вот кто сейчас уже высаживает выращенную рассаду, а рассада огурца в летнее время растет на протяжении 15, 20, 25 максимум дней, это если через стаканы, те возьмут хороший урожай до холодов. А если еще теплица отапливаемая, то вообще прекрасно. Я так думаю, что через неделю мы повторим такую же подкормочку. И все наладится, все будет хорошо. Будем собирать отсюда еще великое множество урожая. Конечно, на своих растениях мы сейчас будем проводить некоторую формировку, убирать старые листья. Тут некоторая работа есть куда руки приложить. Но это все несложно. Главное реанимировать сейчас корневую систему на вот этих растениях. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всем больших урожаев. Всего доброго.